Приезжаю в центр города и все чаще вижу, как зданий с фанерными листами вместо окон становится все больше и больше. Ну, а гул генераторов, к сожалению, теперь приходится слушать практически все время. Недавно пришла новость, что здесь, на Дерибасовской, некоторые рестораны на двери наклеили объявление, что будут работать только пятница, суббота, воскресенье, а остальные дни все закрыто. Как я недавно говорила, у предпринимателей сейчас очень тяжелый период. Нет электроэнергии и постоянная работа генератора. А посетителей зимой, конечно, меньше, чем летом. Ну и сейчас посетители не такие платежеспособные, как раньше, потому что все стараются сейчас экономить и тратить на самое необходимое. Я смотрю, некоторые магазины тоже закрыты на Дерибасовской, наверное, тоже будут работать по выходным. Или еще слишком рано. Так что, если вы хотите какое-то место посетить, желательно позвонить и спросить, работают ли сейчас они. Я думаю, это временная проблема, но предпринимателей можно понять. Сейчас содержать ресторан очень и очень дорого, и люди просто уходят в минус. Война, конечно, сказывается негативно на всех сферах нашей жизни. Это действительно правда. Сегодня 11 февраля 2026 года, и всем привет из Одессы. Начала снимать видео, ну и что вы думаете? Пошел, конечно же, дождь. Вы же посмотрите, какие везде сосульки. Они хорошо, когда низко, но когда они на высоте, вон там вот, падают людям на голову, это настолько опасно. Будьте осторожнее. Погода у нас уже получше, хоть потеплело, хоть как-то стало приятнее на улице, не такой сильный мороз, но, увы, тоже не радует. Я, наверное, один из тех людей, которые невероятно сильно ждут уже потепления и, наконец-то, весны. Совсем недолго нам осталось подождать, и, наконец-то, придет весна. Что она нам принесет, мы еще не знаем, или хорошие новости, или плохие, но готовимся, конечно, ко всему. Зиму мы практически пережили. Посмотрим, что будет дальше. Все чаще и чаще нам начинают говорить, что скоро возможен мир, что скоро закончится война. И все, конечно, люди этого ждут, потому что только после окончания войны мы сможем зажить безопасной и полноценной жизнью. Вообще так мнения разделились. Одни говорят, что скоро закончится война, другие говорят, что она еще будет долго, но как будет на самом деле, конечно, мы не знаем. У меня многие знакомые, которые сейчас живут даже за границей, 4 года уже очень верят и надеются на то, что война скоро закончится. Они просто в этом уверены. И, вы знаете, потихоньку уже готовятся к тому, что скоро едут домой. Скажу честно, вообще верить, надеяться, конечно, всегда нужно на лучшее. Но я в определенный период действительно верила, что война закончится через 2 недели, как говорили, потом через месяц, потом через год, потом вот-вот, и еще чуть-чуть осталось подождать, но она не заканчивается, поэтому уже, знаете, живем как живем. Верим, конечно, в лучшее, но готовимся к худшему. Помню, все лето в новостях, особенно в августе, в начале сентября, говорили о том, что будет тяжелая зима, нужно готовиться. Тяжелая зима, нужно готовиться. Ну, я как-то думаю, в прошлом году тоже предупреждали, не настолько она уже сложной была, как-нибудь переживем. Но действительно, эта зима выматывает, конечно, страшное дело просто. Люди держатся, но вы сами понимаете, по психологическому здоровью это все ударяет с очень большой силой. Одесса город, в котором не самая худшая ситуация в Украине, но тем не менее, хочу вам сказать, все равно психика, конечно, иногда не выдерживает, особенно когда бесконечно отключают свет, его нету, не знаешь, когда включат. Еще при этом постоянные обстрелы. Позавчера бежала в бомбоубежище ночью, час ночи, гололед, тревога, холод -10. Темно в городе, непонятно, кто может стоять за углом. И, конечно, это все заставляет очень и очень сильно нервничать. Хотя, конечно, всех вас хочется подбодрить. Как говорят, это все просто нужно пережить, и все у нас наладится.
С моря ветер ужасный, поэтому пришлось надеть капюшон. Сейчас с вами пойдем в интересное место. Так, если посмотреть на количество афиш, то видно, что Одесская филармония работает. Если хотите на концерт, то смело можете искать для себя билеты. Сейчас зайдем с вами в один из моих любимых двориков в Одессе. Это дворик Бернардаци. Здесь когда-то был ресторан Бернардаци, и так было красиво. Все было зеленое, стояли столики с зонтами, вазоны с цветами. Возможно, некоторые из наших зрителей посещали когда-то этот ресторан. К сожалению, я не помню, перед войной или уже во время войны он закрылся, и остались только голые стены. Выглядит это сейчас совсем по-другому, но вообще место классное, и я надеюсь, что скоро здесь сделают тоже что-то интересное. Ночью у нас было -4, снег еще хрустит и покрыт льдом. Так, это ветер или привидение шатает лампу? Даже не знаю. Возможно, это и не ветер. Смотрите, какие дракончики там красивые. Ну, вообще очень интересный дворик. Хоть этот дворик и называют итальянским, здесь очень много элементов арабского стиля. И вот видите, по обе стороны дворика здесь вот такие геральдические щиты. Когда-то на них были изображения городов, побратимов, главных торговых партнеров Одессы. Все вы знаете, что Одесса торговый, портовый город, поэтому очень много у нее всегда было партнеров. Но потом во время Второй мировой войны это все постиралось, и остались просто щиты. Так, ледяные шедевры зимы. Вообще у нашей Одессочки такая богатая история, и сколько действительно архитектурных ценностей и всего интересного, что можно рассказывать обо всем просто часами или делать специальную программу об этом. Слышите, как все капает, все тает, сейчас плюсовая температура. Ой, Одесская филармония, в которой мы сейчас, это вообще поистине уникальное здание. И, что вы понимали, это второе по стоимости здания в Одессе на то время после оперного театра. Его стройка стоила всего лишь на 300 тысяч дешевле, чем постройка оперного театра. Сюда свозились для построения филармонии материалы из всей Европы. К сожалению, мы не можем сейчас попасть внутрь. Здесь есть отдельные экскурсии, но я не нашла человека, который их проводит. А филармония, главный вход закрыт на реконструкцию. Но здесь есть просто действительно чудо. Это один из самых первых, как утверждают эксперты, подвесных потолков в мире. И он держится на высоте 15 метров без единой опоры и без единого гвоздя. И выполнен он из ливанского кедра, как я уже сказала, очень ценной породы дерева. Но, к сожалению, не можем с вами сейчас сюда заглянуть. Так, наверное, плохо видно, но доллар сейчас покупка 42,85, 43,25 продажа, а евро покупка 51,15, 51,65 продажа. Загрузит весь город, не спрятаться, не скрыться. Вы понимаете, вот идешь по улице, и каждый магазин, каждая аптека, каждый ресторан, каждое кафе включает генератор, потому что если бы не они, я бы не знаю даже, как бы мы жили. Они реально спасают нашу жизнь. Начала появляться новость о том, что сейчас растет количество простудных заболеваний и заболеваний ковида даже с летальными исходами. Ну, как всегда, новости не очень положительные, потому что сами понимаете, почему так. Сейчас многие, во-первых, холодно, зима это время как раз для простудных заболеваний. Во-вторых, что люди сидят в холодных квартирах, в холодных домах, нет отопления у многих, поэтому все чаще и чаще, конечно, болеют, и это все распространяется. Поэтому берегите себя, тепло одевайтесь, потребляйте витамины, полезную еду. Надо еще немного продержаться до тепла. Вот кто-то, наверное, с филармонии и идет куда-то домой. Точно говорю, осталось подождать недолго. Слушайте, как поют птички. И такое оживление на Дерибасовской парочке. Влюбленные сидят вон на лавочке. Люди ходят, посмотрите.
Сегодня будний день, но на Дерибасовской все больше и больше людей становится. Ну что, наши дорогие зрители, я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Еще немного нам нужно подождать, и наконец-то придет весна. Готовимся к этому и с распростертыми объятиями ждем ее и ждем тепло. До встречи в следующем видео из Одессы. Любим вас и обнимаем. Пока-пока.